Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Причина твоей миграции вашей? Мы выступили против войны. Да, быть пастором – это мое призвание, вот, духовное. Но и тоже я все равно зарабатываю что-то. В Центральной Америке говорят, самое небезопасное – это Мексика. Хотя я продолжал там ездить в ночные клубы, курить марихуану, играть в игровые автоматы. В принципе, здесь армия – это больше такой социальный лифт хороший. Вот, потому что армия тут служит только год, и через какое-то время моя мама тоже стала наркоманкой. 15 лет была в героиновой зависимости, в жестокой. Если сравнивать с Россией, допустим, здесь там в 4 раза примерно все в среднем дороже. Я хочу попробовать еще раз остановиться, мне нужна твоя помощь, но если у меня не получится, то забери мою жизнь. Вот. И когда я это говорил, я имел в виду суицид. А сколько лет надо прожить после получения ПМЖ? Если по рождению ребенка, то 2 года. То есть родители на автомате получают ПМЖ? Родители и родственники, бабушки, дедушки, дети, ну, братья и сестры, если братья и сестры до 18 лет. Мне было тогда лет 14-15, я уж точно не помню, и там грозились меня изнасиловать, если я не сделаю то, что они хотят. Иностранных туристов чаще всего никто не трогает. А то, что вот похищают там людей и так далее? Это на север. Это на север? Это на север, да. Где это на Тихуана? север, это больше, опять же, не туристы. Это те люди, которые пытаются там пересечь незаконно границу в Штаты. То есть они находятся в зоне риска. У меня была другая зависимость. У меня была игровая зависимость, игровые автоматы. В Библии нету запрета на алкоголь, но написано, что не упивайся вином. То есть ты считаешь, что это ты очистился? Я не очистился. По совместительству он был криминальным авторитетом, или, как моя жена говорит, да просто бандитом. То есть медицина здесь хорошая? Медицина есть хорошая, есть нехорошая. Если я верю в Бога, я верю в сатану. Приехал для того, чтобы поехать там кокаин понюхать или экстази купить, то тогда ты находишься в зоне риска. Но когда я уверовал, я уже не употреблял никакие наркотики сам. Всем привет, это Мексика, и мы встретились с Алексеем. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Алексей, почему Мексика? Почему Мексика? Потому что Божья воля. Столько стран в мире, а ты Мексику выбрал. Да, в 2015 году мы были здесь, в Мексике, первый раз. Я тогда вместе с женой мы служили в международной студенческой организации, в христианской. И были такие, скажем так, Олимпийские игры нашей организации. Раз в 4 года с каждой страны выбирается пару делегатов, и мы встречаемся в каком-то из мест мира. И в 2015 году это была Мексика, и мы были выбраны быть делегатами от нашей страны, от России. И получилось так, что дешевле было приехать раньше, чем на время самой конференции, и мы приехали сюда в отпуск на неделю в Мексику, и вот приехали сюда, вот именно в это здание, где сегодня я даю интервью, в церковь, потому что мы христиане. Прилетели мы в отпуск в субботу, в воскресенье решили пойти в поместную церковь, и так познакомились с местной церковью Fellowship Riviera Maya Church. В 2019 году вернулись сюда на 4 месяца, когда у меня был длительный отпуск вместе с семьей.
улетели отсюда на последнем самолете в Москву, потому что начался ковид. И вернулись сюда в 2022 году, 7 марта, на последнем самолете из России, который прилетел в Мексику. После этого перестал летать. Да, в Россию. Окей, но как давно ты вообще вот занялся своей деятельностью? Служением ты имеешь Да. в виду? Я христианин с 2003 или 2005 года, если честно, уже вот прям точно какой год не помню. Вот. И с 2012 года по 2022 год я занимался студенческим служением в Сибири. И с 2022 года я занимаюсь пасторским служением здесь, в Мексике. То есть сам ты родом из Сибири? Из Новосибирска, да. А как тебе вообще эта идея пришла? Откуда? Или у тебя родители служением занимаются? Нет, у меня наоборот. Я вырос в такой советской семье сначала, где все, в принципе, были как бы атеисты. Как бы, потому что все равно нет вспоминали Бога в разных тяжелых ситуациях. Вот. И моя мама, она развелась с моим папой и потом встретила мужчину, который стал ее вторым мужем. И по совместительству он был криминальным авторитетом, или, как моя жена говорит, да просто бандитом, вот. И наркоманом. И через какое-то время моя мама тоже стала наркоманкой. 15 лет была в героиновой зависимости, в жестокой. Вот. И пытались они как-то избавиться от этой зависимости разными путями. И через 15 лет после вот того, как она стала зависимой, в итоге она получила свободу от наркотиков в христианской церкви, в реабилитационном центре. И когда я стал ее посещать там, постепенно я я уверовал, сам стал верующим. Вот. И ты увидел смысл в этом. Да. Да, а когда ты рассказал, вот героинная зависимость у мамы возникла, тебе сколько лет было? И когда я узнал, мне, по-моему, было тогда лет, наверное, 9-10. Вот. Ну, в принципе, то есть вся моя юность подростковая, как бы это 90-е года, я 81-го года рождения. Я думаю, что многие вот нашего возраста помнят эти времена, когда Советский Союз рухнул, и через какое-то время гора вот этих вот наркотиков, она просто в Сибири, я не знаю, у нас в школе продавали все, что угодно вообще можно было купить. Ну, а ты сам пробовал? Я попробовал один раз понюхать. Вот. И слава Богу, я думаю, что Бог тогда уже вмешался вот как-то в мое состояние тогда, и мне стало очень стыдно за себя, вот, и мне вообще не понравилось то, что я чувствовал, вот, и все, после этого я никогда больше не пробовал никакие тяжелые наркотики. Легкие наркотики, да, были много, вот, но это была такая норма вот, того времени. Вот, ну и, наверное, до сих пор для многих является нормой. Но когда я уверовал, я уже не употреблял никакие наркотики сам. Потому что я видел это в своей семье, в своих родителях, видел, как это разрушает жизнь, разрушает семью. Потом я видел это среди всех моих школьных друзей. Я единственный, который не стал наркоманом вот, из моего круга общения. Поэтому, и думаю, что это Божье чудо отчасти, потому что сложно объяснить все-таки, почему нет. Вот, логически я должен был быть наркоманом тоже. Ну, ты выбрал христианство, не православие. Я выбрал евангельское христианство, но, скажем так, я не выбрал. Это тоже такая интересная вещь со мной произошла. Перед тем, как мама моя оказалась в реабилитационном центре, у меня была другая зависимость. У меня была игровая зависимость, игровые автоматы. И в тот момент это была такая серьезная зависимость. И я очень от этого устал. И я помню, как я зашел в часовню Николая Чудотворца. Она еще называется «Центр России». В центре Новосибирска находится. Я взмолился к Богу, я сказал, что
я устал, я не могу, я пробовал остановиться несколько раз, мне не получалось, и я такой завет с Богом решил заключить. Я говорю, что я хочу попробовать еще раз остановиться, мне нужна твоя помощь, но если у меня не получится, то забери мою жизнь. Вот. И когда я это говорил, я имел в виду суицид. Вот. То есть, как бы уже тогда появлялись мысли о том, что, ну, как бы жизнь тяжела. Вот. И это был где-то сентябрь месяц, и в ноябре моя мама оказалась в реабилитационном центре в христианском. А тебе сколько лет было? 20 плюс, там, 21-23. То есть в этом возрасте ты уже бросил зависимость к игровым автоматам? Вот я был в этой зависимости. Да. И когда я пришел в церковь, то есть сначала я начал просто ходить к ней в гости в реабилитационный центр. И там мне подарили Библию. Вот, обычную Библию, потому что Библия у всех христиан одна и та же. Вот. Я начал ее читать, и что-то начало происходить внутри. Хотя я продолжал там ездить в ночные клубы, курить марихуану, играть в игровые автоматы. Вот. И начал ходить по воскресеньям в церковь. Но я приезжал в церковь вместе с друзьями из ночного клуба, спал в машине пару часов у друзей, и потом шел на богослужение. Вот. И спустя 2 месяца хождения в церковь, нет, побольше, в феврале, я начал ходить в церковь, и в апреле это произошло что-то необычное такое. Ты чувствуешь зов перемен, где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Что после одного из богослужений я приехал к друзьям попить пиво, пообщаться. Я понял, что я не хочу пить пиво. И через какое-то время я понял, что я не хочу курить. Я был очень заядлым курильщиком на тот момент. А еще я понял, что я не хочу больше играть в игровые автоматы. Это было просто как бы, я даже об этом не просил. То есть это просто пришла какая-то свобода полная от этих вещей. И вот с того момента я больше не играю в игровые автоматы. Один раз я спустя 15 лет решил попробовать, просто думаю, ну интересно. Это где, в России? Нет, мы были как раз, по-моему, в 2015 году в Мексике. Ну на отдыхе. Да, на отдыхе. Я думаю, просто, ну как бы мне было интересно, то есть я реально свободен или нет. Я зашел, поставил там самую минимальную ставку, и я понял, что мне это абсолютно безразлично, неинтересно, не вызывает во мне никаких эмоций. Вот, и я вышел, был вместе с женой, мы вышли и пошли, и больше все, к этому я не возвращаюсь никогда. А вот с куревом и с пивом? Тоже. Но, не тянет вот сейчас? Курить вообще не тянет абсолютно. С пивом, как с игровыми автоматами стало. То, что, ну, вернее, я могу выпить бутылку пива. То есть, если тебе друзья предложат, давай за компанию. Да, ну, то есть, я могу, но я не хочу особо. То есть, это не вызывает во мне какое-то вот там желание. У меня нет желания пить пиво или там еще какой-то алкоголь. Крепкий алкоголь нет. Но ты считаешь, ты затушил это или убил это в себе? Я не затушил и не убил, это Бог освободил. То есть, потому что я не просил об этом, понимаешь? Ну, то есть, ты считаешь, что это ты очистился? Я не очистился. Это было его решение дать свободу. Вот. Ну, некоторые люди сначала забывают какие-то пристрастия, а потом они возвращаются через годы. Ну, прошло уже много лет, чтобы сказать, что, ну, видимо... Но опять же, понимаешь, если... Это же Бог дарует свободу. Возможно, там, если я верю в Бога, я верю и в сатану. Вот, поэтому я, ну как, опасаюсь иногда то, что, ну как бы, сатана может украсть что-то. Потому что написано в Библии, что сатана – это вор, который пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить.
Вот. Или там в другом месте, да, тоже есть предостережение для христиан о том, что сатана ходит, как рыкающий лев, и ищет того, кого поглотить. Вот. Ну, просто типа бодрствуйте, ну, бодрствуйте в молитве. Там, в Но в тот хождении со момент, Христом. когда вот ты был зависим, ты считаешь, что сатана тебя поглотил? Не то чтобы поглотил, моя жизнь, она была просто... Ну, то, что за этим стоят духовные силы, да, я так считал. Но я не могу сказать поглотил. Вот, Ну, то ты же есть, был зависим, ты был слеп ну, по факту. да. Ну, и Вот. то есть, и сама, то есть, если ты поговоришь, наверное, с зависимыми людьми, то в какой-то момент ты начинаешь понимать, что это как такая игра с твоей душой. Вот. Допустим, с игровыми автоматами это происходит так, что ты сначала выигрываешь, потом ты начинаешь проигрывать. И потом всегда у тебя есть такое ощущение, что ты обязательно выиграешь. У тебя там какая-то система, ты сам ее там выстраиваешь, кто-то там ставит максимально на одну линию, кто-то специально там какое-то время не играет, потом возвращается, и тут ему повезет. То есть ты начинаешь вырабатывать какую-то тактику, потому что ты понимаешь, что что-то за этим стоит, что это не просто машина, с которой ты играешь, а что есть, и ты пытаешься вот переиграть вот эти силы, которые за этим стоят. Окей. Ну, То вот. есть ты считаешь, твое мнение, тебе сейчас помогает жить вера? Моя жизнь принадлежит Христу, да. То Ну, есть я сокрыт в нем от того, ну, от других духовных сил, да, ну, скажем так. окей. А если, ну, образно представим картинку, Я, нету, да, вот этой веры, и как ты опять поглотишься в этот мрак? ну, я думаю, что такого не произойдет, во-первых, потому что я со Христом. Ну, если я от него отступлю, то вполне возможно все, что угодно. Ну, вообще, скорее, да. То есть есть даже, это тоже там в Библии есть такое место, что когда там привели бесноватого ко Христу, он помолился, бесноватый получил освобождение, а потом пошел делать то, что он делал раньше, грешить. И написано, что вошло там еще там 7 злейших, еще больше, чем было. Вот. Поэтому скорее будет хуже даже, чем было. А чего Вот. ты боишься? Боюсь. Есть такое, что чего ты боишься в этой жизни? Нет, наверное, сейчас немного боюсь за будущее своих детей. Это да. Потому что это то, что я стараюсь доверять Богу и их жизни тоже. Но дело в том, что, допустим, на днях я получил сообщение, вот когда мы делали, у нас было водное крещение в это воскресенье, мне написала одна из знакомых и сказала, когда можно покрестить моего ребенка, которому там 4 года. Я говорю, мы детей не крестим, потому что ну, я верю, что крещение – это осознанный выбор. То есть ты должен понимать, что ты делаешь, во что ты веришь, в кого ты веришь. То есть написано в Библии, что крещение – это обещание Богу доброй совести. Вот. И то, что ты делаешь какое-то обещание, ты обещаешь это обещание выполнять. Вот. И поэтому ну, мои дети – это их путь. Да? То есть они сегодня… Я их учу молиться, читать Библию, они знают, что я пастор, они там, со мной ходят в церковь, но пока Бог является Богом моего отца, вот, не их личным. Вот. И поэтому мне бы не хотелось, чтобы они проходили какой-то путь, который бы, там, как мой, допустим, или там, путь моей мамы к Богу, там, который много боли в себе несет. Но, с другой стороны, я понимаю, что это возможно. Вот. Это, я думаю, естественно, бояться, переживать за своих детей. Вот. Но это, наверное, вот чего я боюсь. Окей, давай про Мексику. Давай. Значит, с 2022 вы в Мексике вместе Да. с семьей. Да. Как тяжело вообще было адаптироваться? Ну, все-таки чужая страна, тем более дети еще. Ну, было сложно. Вот. В принципе, первые 2 года сложно. Вот. Потом полегче становится. Но я общался с несколькими иммигрантами. Вот. И в целом это такой средний срок, который иммигранты дают. Ну и плюс мы работали со студентами, с иностранными, когда были в Сибири. Вот. И тоже, когда
проходили обучение, как работать с иностранными студентами, примерно понимали, что нас ожидает. Там есть в психологии целая история о том, что должен иммигрант переживать. Там есть культурный шок, есть время медового месяца, там, и так далее. Есть выход из культурного шока разный. То есть, либо ты выбираешь адаптироваться в местной культуре, либо ты выбираешь закрыться. Вот, наверное, вот эти знания, они как-то помогали и помогают до сих пор, но это непросто. Вот. Переезд, я думаю, что это непросто. Если кто-то говорит, что это просто, это лукавит точно. А дети как адаптировались? Ну, Не хотели домой? Нет, не сказать, чтобы они прям хотели, потому что для них все равно дом это... Ну, во-первых, мы много переезжали постоянно. То есть у нас не было своего жилья, мы арендовали, и каждые там 1,5 года мы как бы меняли место жилья. Поэтому, в принципе, как бы вот такое прям ощущение дома, как бы оно было сформировано больше как дом – это семья, вот, а не место. Это помогло. Второе, то, что, опять же, у нас были постоянно дома много студентов разных, из разных культур, на разных языках разговаривают. Это тоже помогло, что для них у них не было такого восприятия, что вот все люди такие же, как мы. Ну, там, допустим, если твой ребенок вырос в России и общался только с русскими, то, наверное, будет ему сложнее. Вот. А так, старшему было на тот момент, в 22 году, сколько получается ему? 6? Нет, 7 лет. Среднему было 4, младший еще не родился, он родился здесь. Мексиканец. Мексиканец, да. Вот. И старший, мы решили, что ему нужно идти в школу. Вот. Попробовали сначала такую просто не зарегистрированную. Сами там подрабатывали учителями вместе с женой. Вот. И было сложно преодолеть языковой барьер ему, конечно, очень. Вот. Потом мы решили, что попробуем найти школу, более такую школу настоящую. Отдали его туда на 3 месяца. Через 3 месяца я его забрал, потому что я увидел, что нету прогресса в развитии языка и так далее. И мы решили, что мы наймем сначала репетитора. Слава богу, нашли онлайн хорошего репетитора испанского языка. И это помогло. То есть мы его забрали на несколько месяцев. Он поработал с репетитором, потом мы выбрали другую школу. И в этой школе каждый день его учитель забирал и адаптировал к языкам в течение года. Из класса, из общего забирал. И сейчас он, получается, трилингва стал. Потому что здесь школы чаще всего на испанском и на английском 50/50. Школа бесплатная? Платная. Платная. Да, и сколько стоит? Дорого. $500. 500, сейчас уже почти $600 в месяц. Вот. То есть у вас 2 школьника, 1 школьник? Нет, школьник 1, потому что не можем пока платить за второго. Вот. А второй как? Дома обучается? Дома обучается, да. То есть сначала первая задача, ему сейчас 5 лет. В принципе, как бы здесь тоже мы увидели, что по российским меркам в детском садике детей не особо обучают математике, чтению и так далее. То есть обычно это в 1 классе все. То есть здесь это в детском садике. То есть, такое дошкольное образование. Да, здесь как бы когда ты приходишь в 1 класс, у тебя уже, в принципе, ты должен уметь читать, ты должен уметь писать, ты уже должен уметь читать какие-то базовые. Вот. Поэтому это было сложно тоже. То есть, если готовитесь к эмиграции, лучше... У нас не была запланированная эмиграция, это отдельная проблема. Вот. Но если готовиться, то как минимум лучше узнать о системе образования побольше. Вот. То есть, насколько разница другая. Причина твоей эмиграции вашей? Мы выступили против войны. Я выступил против войны, назвал войну войной, назвал агрессию агрессией. Вот. И через какое-то время начали появляться, сразу практически начали появляться все эти законы
о фейках и так далее. Ну, я уже говорил, что мой отчим был криминальным авторитетом, и его постоянно ловили. Тогда это еще милиция называлась. Вот, был такой специальный отдел по борьбе с организованной преступностью. Ну и по факту, как они работали тоже как преступники, только у них как бы была там какая-то справедливость на их стороне. Вроде как. Вот. Но будучи подростком, я столкнулся с таким... Но это было на грани пытки такой, как бы, для того, чтобы они могли попасть там в квартиру, взять моего отчима. Они сначала взяли меня, мне было тогда лет 14-15, я уже точно не помню, и там грозились меня изнасиловать, если я не сделаю то, что они хотят. Вот. И это оказалось травмой, которая вот, в первые числа марта она как бы дала о себе знать. Вот. И моя жена была беременная, и у меня 2 ребенка, и мне реально стало страшно. Вот ты меня спросил про страх перед этим. Вот тогда мне было страшно за моих детей, да и за себя тоже, наверное, в какой-то момент, потому что за уши можно было притянуть в тот момент все, что угодно. Я уже достаточно тогда высказался. Были там YouTube, Instagram, Контакт, все вот эти вот вещи. Вот. И мы решили, что, наверное, мы поедем в Радим, вот, а потом посмотрим и вернемся. То есть вы приехали сразу же с планом рожать? Ну да, это был 6-й месяц беременности, поэтому, как бы, в принципе, было понятно, что как минимум до августа мы здесь. Вот, родим, а там дальше посмотрим. Вы за границей, все незнакомо, все чужое, и вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. И как тяжело было рожать, про роды, опыт расскажи. Да нет, на самом деле хорошо было, потому что это, опять же, уникальная особенность нашей семьи в плане того, что я был в партнерских родах со своей женой каждый раз. Вот, и мы готовились к первым, проходили там школу подготовки к родам и так далее. Вот. Второго сына первого в перинатальном центре рожали вместе, второго сына рожали дома с акушеркой. Вот. И здесь мы тоже рожали дома с акушеркой. Вернее, даже с командой акушерок. И получилось так, что мы знали об одной акушерке уже здесь, она немка, она говорит на английском, мы тоже, и у нее были очень хорошие отзывы о ней. Вот. И мы ей написали, она приехала, она работает так, что она сначала приезжает, общается, если у нее контакт с семьей складывается, она предлагает тогда цену. Вот. Ну и у нас были какие-то сбережения, которых как раз, в принципе, вот хватило на то, чтобы заплатить ей. А потом выяснилось, что она нам сделала очень большую скидку. Там буквально 80% от ее обычной цены, хотя мы не знали об этом. Вот. И они, 3 акушерки там приезжали к нам 2-3 раза в месяц, проводили много с нами времени, общались, там делали массаж, объясняли все там. В общем, было хорошо. То есть опыт хороший, реально. И у нас родился здоровый 3-й сын. Вот. Он сразу получил гражданство Мексики, мы сразу получили резиденции постоянные после его рождения. И все дети тоже получили. Вот, поэтому, в этом плане опыт хороший. И сейчас мы вот находимся в стадии процесса начала получения второго гражданства для нас тоже, для родителей, потом для детей. А сколько лет надо прожить после получения ПМЖ? Если по рождению ребенка, то 2 года. То есть родители на автомате получают ПМЖ? Родители и родственники, бабушки, дедушки, дети, братья и сестры, если братья и сестры до 18 лет.
На автомате получают. Ну, как бы... Без проживания. Да. Они могут даже здесь не жить, и подойти, податься и получат ПМЖ. Да, допустим, бабушки, дедушки могут даже в России податься на визу резидента, и, в принципе, им как бы дадут. То есть мы здесь пойдем в местную миграцию, подадим документы, которые требуются. Они, в свою очередь, придут в мексиканское посольство, им выдадут визу резидента. Они прилетят сюда и поменяют вот эту визу резидента в течение месяца на карточку постоянного резидента. Окей. И после получения ПМЖ по такой программе 2 года прожить здесь без выезда. Ты можешь выезжать на не больше, чем на полгода. Суммарно. Суммарно. И через 2 года ты подаешься, надо сдавать экзамены. Надо сдавать экзамен на испанский язык, история Мексики и все, по-моему. Все получают или не с первого раза бывает? Бывает, что не с первого раза, но здесь есть местные девушки, которые давно уже здесь живут, они разработали хорошую программу подготовки к экзамену. Вот, она есть на русском языке, на испанском, и вот в основном все, кто сдают, покупают эту программу, она стоит относительно недорого. Около $100. Вот, и все хвалят эту программу. Вот, мы сейчас будем начинать это делать. Моя жена уже хорошо, в принципе, говорит на испанском, я не очень. Но требования к испанскому тоже на самом деле не очень большие. То есть обычно это одни и те же вопросы. Зачем ты, когда приехал, зачем приехал, почему хочешь получить гражданство. А дети тоже экзамен сдают или на автомате? Они на автомате. Но сначала должны получить родители. Да, потом родители уже подают на детей. И дети должны быть год не выездные. Не выездные. Вообще, да, год. То есть им год. Взрослым 2, а им год. Год после того... после вашего получения гражданства. Как бы там... Но в среднем, да, потому что ты, получается, экзамен сдаешь, и как бы вот весь вот этот процесс до того момента, как ты реально получишь гражданство, он примерно полгода-год занимает. Вот. Вот на тот момент, когда ты пришел подавать заявление на детей, они должны, вот до этой даты они год должны быть невыездными. Вот. Поэтому, в среднем все так и планируют, что вот я сдал экзамен, если у меня есть там еще старшие дети, то я тогда понимаю, что год мы живем в Мексике, никуда не выезжаем. Расскажи, пожалуйста, из России мы причину услышали, почему ты ехал. Да. Соответственно, тебя там ничего не кормят. Кем вы здесь работаете, как живете? У меня два основных таких источника дохода. Это я пастор церкви здесь, был 3 года пастором в англоязычной церкви, занимался развитием групп по изучению Библии. А это как-то пожертвование или это какая-то зарплата официальная? Это не официальная зарплата, скорее. То есть у меня есть... За меня платит налоги организация, некоммерческая организация, но это как поддержка миссионера больше вот так. Вот. И второй источник дохода это... Нет, у нас есть дом в Новосибирске, который мы сдаем в аренду. И плюс я занимаюсь развитием медицинского туризма для русскоязычных канадцев и американцев здесь. Потому что все услуги от 40 до 70% дешевле, чем в Канаде или в Штатах. То есть медицина здесь хорошая? Медицина есть хорошая, есть нехорошая. Нужно правильно попасть. Да, нужно знать, куда поесть, поэтому нужны мы, которые здесь живут, для того, чтобы посоветовать, куда поехать. А с точки зрения, вот если сравнить мексиканскую медицину и российскую, какая лучше, какая хуже? Наверное, многие скажут, что российская лучше, вот, просто потому что есть такая конкретная какая-то стабильная школа. И сама культура отличается, потому что вот постсоветское пространство, все, в принципе, мы такие перфекционисты во всем, особенно в медицине. Вот, то есть здесь как-то менее стандартизировано, наверное, все, в принципе. Поэтому вот когда мы предлагаем медицину для клиентов, то в основном это франшизы, в которых есть стандарты качества.
Вот, иностранные франшизы, там европейские или американские или канадские, которые здесь открывают клиники, и они устанавливают свои высокие стандарты качества, и тогда как бы ты получаешь качественные услуги. А в обычной поликлинике вот этих стандартов качества их не будет, поэтому там можно увидеть все, что угодно, в принципе. А бесплатная медицина здесь есть вообще? Есть. Есть бесплатная медицина, и на самом деле доктора часто работают те же самые, что и в платных клиниках, то есть у них есть определенная квота, которую они должны отработать в бесплатных поликлиниках. Вот, поэтому ты можешь оказаться у того специалиста, но оборудование будет разное, вот, скорость ожидания, тут ты в скорой помощи можешь ждать несколько часов просто, пока тебя примут. Вот. И опять же, то есть вот медбратья, медсестры могут быть просто после там нескольких месяцев общей такой подготовки. Вот. Ну, иностранному туристу помощь окажут бесплатно? Да, но здесь есть такие нюансы, что к иностранцу чаще приедет платная скорая, которая повезет его в платный госпиталь. И хорошо, если у иностранного туриста будет страховка. А если его повезут, страховки нет, он такой, денег нет. Чё? Могут не принять, могут отправить бесплатно, но скорее скажут, вот как бы... Чек, решай. Да, вот чек, вот решай. Либо, ну и решай, как ты доберешься. То есть ты не отвезут тебя, сам могут добирайся. Даже не отвезти, да. Вот, то есть такие случаи были, когда привозили там с места аварии, допустим, в дорогой госпиталь, у человека не оказывалось страховки, не оказывалось там кэша или друга, у которого есть там кредитная карта. Вот, и могли, ну, как бы несколько часов подержать там в приемном покое и сказать, ну, как бы решайте проблемы. Где я сейчас? С кем встречаюсь? Что замышляю? Ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. В Центральной Америке говорят, самое небезопасное – это Мексика. Безопасно или небезопасно здесь жить, как с преступностью? Ну вот, скажем так, мы за 3 года лично ни разу не столкнулись ни с чем, кроме, наверное, взяток от гаишников. Вот. Так. А за что? Ни за что, просто. Просто остановил? Просто остановил, да, сказал, что ты проехал там на желтый мигающий или там перестроился не из того ряда. Вот. Но обычно это просто как бы... Ну, хочу типа, денег. Хочу денег, да. То есть некоторые просто... Ты открываешь окно, он проворачивает, протягивает руку, ты даешь ему документы, он говорит, нет. Денег давай. Да. А есть тут вообще камеры на дорогах, типа страховка? Ну, машину страхует ОСАГО? Машина, да, страхует ОСАГО. Если не застраховал, то можешь штраф получить. Можешь в тюрьме оказаться. Даже в тюрьме оказаться? Да, потому, ну, то есть до того момента, когда твоя финансовая ситуация ясна не будет. То есть, подожди, а страховку ОСАГО нужно делать обязательно? Ну, желательно. Окей. Ну, по поводу преступности, ты все-таки описываешь туристическую зону. Это туристическая зона, то есть это также, вот как, допустим, ну, если там ты в Москве или там в Новосибирске, то есть есть районы, где ты знаешь, что там как бы преступность выше, вот, и там вечером лучше не гулять, к примеру. То также и здесь. Но здесь, конечно, преступность выше сейчас, потому что картели все равно есть, и это как бы тоже реальность, и они все равно действуют. Вот буквально на днях в Тулуме убили главного прокурора, если я не ошибаюсь. Он выходил вечером из своего рабочего места, его застрелили. Ну, это по заказу. Но там сменилась власть, пришел новый мэр, который пытается там навести порядок свой. Вот, и началась какая-то там война между усобицами. Это по заказу. Я имею в виду на туристах обычных иностранных. На обычных иностранных туристов картели отмывают деньги. Вот. И иностранные туристы нужны для того, чтобы
люди зарабатывали. Поэтому, конечно, иностранных туристов чаще всего никто не трогает. А то, что вот похищают там людей и так далее, Это на север. это на севере. Это на север, да. Это где, Это на Тихуана? север, это больше, опять же, не туристы. Это те люди, которые пытаются там пересечь незаконно границу в Штаты. То есть они находятся в зоне риска такой, потому что... Они сами этих людей находят. Они, бывают, сами людей находят. Картели знают, что они приехали с деньгами, что у них есть что взять. Вот. Они сами находятся в серой зоне вот в этой. То есть, ну, как бы обычный человек, который приехал просто отдыхать, он скорее находится в безопасности. Если ты, допустим, там, приехал для того, чтобы поехать там, кокаин понюхать или экстази купить, то тогда ты находишься в зоне риска. Все. Вот. Так как мы общаемся среди тех, кто здесь живет, никто не сталкивался с какой-то вот такой... Есть люди, которые боятся, и они рассказывают о том, что вот там это происходит, там вот это происходит. Но это как бы люди, которые читают в новостях. Это страх, постоянно. Да, это страх, то есть они не выходят. Те, которые люди живут просто. Мы, допустим, вчера с 3 детьми поехали. Тут есть там туристические зоны, есть обычные, как люди, где живут. Мы поехали в обычную вот зону, где люди живут, в обычную такерию, там сели с детьми, покушали спокойно. Да, собаки там рядом ходят, там мужики пьяные могут пройти. Но они, никогда никто тебе там ничто там слова не скажет, наоборот, как-то хорошо относится. Особенно, когда узнают, что ты из России, то как бы вообще хорошо. То есть мексиканцы дружелюбны? Особенно, да, вот тем, кто не из Америки, Канады. Первое впечатление, что мы гринго. Но когда они понимают, что мы не гринго, то как бы отношение может прям улучшиться. Вот. Но в целом народ очень дружелюбный, гостеприимный, у них высокая ценность семьи, вот, и поэтому тоже как бы, у меня, допустим, большая семья, 3 детей, вот, и они когда видят нас вместе, и когда мы пытаемся тоже там с ними на испанском говорить, тогда как бы bienvenidos, как говорится. Окей. Но минусы все-таки в Мексике есть? Очень, вот здесь, допустим, самый большой минус – это погода, потому что жарко. Вот, то есть здесь с июня начнется сумасшедшая жара, которая будет продолжаться до октября-ноября месяца. Вот, и многие не вывозят. Это только вот по вашему побережью или в Мехико тоже? Нет, в Мехико там более-менее стабильно. Вот. А здесь вот именно. Здесь жарко. Второе – дорого. Вот, если сравнивать с Россией, допустим, здесь там в 4 раза примерно все в среднем дороже. Вот. А кто сюда едет, если здесь дорого? С деньгами все люди? Нет. Тут же и заработок получается, он как бы больше. То есть просто экономика другая вся, в принципе. Вот. Но как бы требуется тебе время для того, чтобы перестроиться на эту новую экономику. Совет для иммигрантов – это перестать считать в рублях, вот, в местной валюте. Помимо тогда проще становится. Погоды, еще какие-то минусы у тебя есть? Языковой барьер, культурный шок, отсутствие, наверное, каких-то комфорта, которые есть там в России. Если будешь сравнивать с Россией постоянно, то здесь много минусов по сравнению с Россией. Это там образование там, платное. Если бесплатное, то оно не очень. Медицина платная и бесплатная. Как бы тоже не очень. Не знаю. У меня есть просто с другими странами сравнить. Гондурас, Гватемала, Сальвадор. Нет, в целом как бы нормально. Жить можно, я вот так скажу. Вот, то есть... Если жара нравится, то есть у меня есть друг, которому очень нравится жара. Вот. Ему здесь вообще идеально, прекрасно. Тут как бы постоянно лето. Мне, в принципе, это тоже нравится. Вот. Здесь, там, в нашем штате интересно то, что люди со всего мира. Вот. То есть у меня друзья, наверное, там со многих стран есть. Вот.
То, что достаточно легко получить резиденцию, гражданство, тоже хороший плюс. Вот. И мексиканский паспорт, он в принципе неплохой. Вот. И они не требуют там, отказа от там, первого гражданства. Вот. И это, опять же, там есть список дружелюбных и недружелюбных стран, то Мексика, она всегда в списке нейтральных стран. Вот. Они не выбирают никогда никакую сторону, они как бы сами по себе. Вот. И поэтому тут в плане тоже политики тут более-менее как бы спокойно. Вот. Поэтому в целом Мексика хорошая страна, и она достаточно быстро развивается, поэтому здесь есть возможности, я верю, для бизнеса, для разного. Есть возможности для образования детей. Вот. Опять же, для меня, допустим, важно, я не хочу, чтобы мои дети обязательно служили. Я хочу, чтобы у них был выбор. А здесь не надо служить. Здесь, ну, во-первых, если у тебя есть двойное гражданство, точно тебя не возьмут в армию. Вот. А второе, то, что даже если ты выбираешь одно гражданство или ребенок, там, допустим, остается с одним гражданством, здесь лотерея, буквально. Вот. То есть, если ты медицинский проходишь в армию, то тогда ты тянешь билет. И 1 из 10 вытаскивает армию, а 9 нет. Вот. Ну и в принципе здесь армия это больше такой социальный лифт хороший. Вот. Потому что армия тут служит только год. Мексика никогда ни с кем не воюет, только внутри есть вот эти вот конфликты. Поэтому это больше такая карьера, больше в государственную какую-то службу. То есть люди, если они попадают в армию, то они чаще всего остаются либо в армии, потому что там образование, поддержка там, и так далее, пенсия. Вот. Либо они идут в государственную уже там какую-то ветку. Вот. То есть тут другая ситуация. Поэтому для меня тоже это было важно, чтобы был вот этот свобода выбора. Вот. И она здесь есть. Потому что, несмотря на то, что там я сейчас... Ну, я именно за выбор. То есть, если мои дети захотят служить, допустим, в России, у них будет такая возможность. Вот. Они могут сказать, я хочу, пожалуйста. Вот. Но вот, выбор есть. То есть, если они скажут, нет, я не хочу, их никто уже не заставит это делать. Твои рекомендации людям, которые насмотрелись красивых картинок Канкуна и хотят в Мексику? Ну, не выбирать Канкун в первую очередь, потому что есть, допустим, Плая-дель-Кармен, классное место. Вот. Есть Пуэрто-Вентурас, обязательно стоит рассмотреть. Второе, то, что понимать, что будет жарко. Вот. Третье, что нужно экономически тоже подготовиться. Ну, как бы, либо иметь какую-то там, помощь, вот. Либо какую-то профессию, что ты сразу будешь зарабатывать. Вот. И учить языки, испанский и английский, оба пригодятся здесь. Но основной испанский все-таки? В нашем штате английский все-таки, наверное, более как бы, в ходу. Вот. Потому что все равно, когда ты выбираешь, где жить, ты в первую очередь выбираешь места, которые безопасные. И также выбирают все американцы и все канадцы. Вот. И получается, что ты скорее попадешь в сообщество, где большинство людей, с которыми ты будешь общаться с соседями, друзьями, там, с людьми на пляже, там еще где-то, это будут люди, которые говорят на английском языке, но не говорят на испанском так же, как и ты. Вот. Но классно учить испанский тоже. Но они, если ты знаешь русский и английский, то испанский дается легче, потому что он что-то есть и оттуда, и оттуда. Грамматика больше похожа на русский язык, а много слов, которые там просто нужно окончание добавить, ты получишь слово на испанском из английского. Вот, поэтому это помогает с испанским. В заключение. Ты сказал, что ты занимаешься вот туризмом, но это бизнес, правильно? Да. А ты еще здесь являешься пастором. Да. И это не про бизнес. Это не про бизнес. Вот насколько, как ты считаешь, твое мнение, бизнес совместим с духовной жизнью? Да, нормально, как бы совмещается. Вот. Но тут нужно просто как здоровые границы как бы сохранять и все. То есть я понимаю, что бизнес это то, что мне поможет как бы иметь финансовую стабильность там, и заботиться о своих детях. А быть пастором это мое призвание, вот, духовное. Но и тоже я все равно зарабатываю что-то. Вот. Но это как
То есть, если бы это было только о заработке, тогда это проблема. И бывает, что она возникает в евангельских церквях, ну и не только. Вот. Но для меня это больше призвание. Ну, если ты выбираешь духовную жизнь, разве не говорится о том, что делай это, и оно тебе возведется? То есть ты не должен думать о деньгах, о Ну нет, что есть, как круто сесть за стол и так далее. Разве не Нет, правильно? написано, что тот, кто не заботится о домашних своих, хуже неверного. Вот. То есть это моя ответственность как мужчины, чтобы мои дети имели еду на столе. Правильно? Вот. Поэтому ну, Бог дает нам ответственность заботиться о саде. Плюс все равно, да, вот это первое повеление Бога человеку было работать в саду. Вот, поэтому, ну, работать нормально, деньги зарабатывать тоже нормально, заботиться о своей семье. А там написано, что, ну, допустим, в Библии нету запрета на алкоголь, но написано, что не упивайся вином. То есть проблема, когда ты начинаешь злоупотреблять. Про деньги то же самое. Корень всех зол – это серебролюбие. То есть когда ты деньги любишь. Вот. Когда любишь деньги, тогда это проблема. Но жадность – это проблема. А когда ты используешь деньги как инструмент для того, чтобы позаботиться там, о своей семье, ну, все нормально. Вот. Ты слышишь это? Это зов. Зов неизведанного континента, где улицы шепчут истории, а люди делятся тайнами своей жизни. Ты еще не задал свой вопрос? Оставь его в комментариях, и, может быть, именно ты станешь героем следующего выпуска. Подпишись, подключайся к голосу Латинской Америки.